Не прошло и века, как на территории Объединенных Арабских Эмиратов нашли нефть, а от старых рыбацких поселочков не осталось и следа. На их месте выросли роскошные города, в которых год от года появляются новые чудеса. Дубай – это крупный город-курорт и административный центр одноименного Эмирата. Сюда не просто приезжают отдыхать, здесь ищут и находят что-то необычное. А поскольку ко всем прелестям города-сказки добавляется и круглогодичное тепло, семейный отдых на этом курорте давно приобрел популярность. По мнению многих, причин для поездки в Дубай с детьми несколько. Во-первых, это прямые рейсы из многих стран мира и городов и удобный трансфер из аэропорта. Во-вторых, это возможность попасть в лето, когда Европа переживает зиму. А в-третьих, для многих это самая главная причина – большое количество развлечений. Наша семья лично, живя здесь, думает немного по-другому, но с нашими мыслями я с вами поделюсь в конце видео. А сейчас же все-таки давайте остановимся на том варианте, если вы выбрали Дубай для ПМЖ, зимовки или просто приехали или собираетесь приехать отдыхать сюда со своими чадами. Дубай для детей, помимо теплого моря, а летом даже горячего, это вереница радостных открытий. 3 аквапарка, 5 парков аттракционов, десяток игровых центров, магазины сладостей и бесчисленное количество детских площадок с оригинальным оформлением. Вот именно на детских площадках я хочу сегодня подробнее остановиться в видео и показать вам, какие варианты, альтернативы платных и по возможности бесплатных площадок вы здесь можете найти. Там можно ручками даже просто браться и все. Да, как бы странно не звучало название площадки под мостом, но лучше их, к сожалению, никак не обзовешь. В Дубае довольно развита система искусственных каналов, соединяя 2 берега между собой мостиками. Вот под такими мостиками укромно спрятаны милые площадки, которые основную часть времени находятся в тени. Немного забегая вперед, скажу, что Эмираты – это страна не с простым климатом, где минимум 7 месяцев в году температура редко опускается ниже 40 градусов. Поэтому вся жизнь проходит здесь в закрытых кондиционированных помещениях, в тени и зачастую в темное время суток, когда солнышко прячется и температура падает хотя бы на пару градусов. Так вот, практически под каждым таким мостиком, которых, например, в районе Марина целых 5, находятся небольшие, но уютные вот такие площадки. Они все оборудованы лавочками для родителей, резиновыми покрытиями и закрывающейся калиточкой на радость мамам малышей. Здесь будет всегда красивый вид, так как это один из районов с высотками. Будут детки преимущественно возраста примерно до 8 лет. И учтите, что в Эмиратах короткий световой день. Темное время суток здесь наступает уже после 6 вечера. Так что, в принципе, деткам хватает времени поиграть до отбоя. А родители в это время могут с пользой провести время, посмотрев, например, погоду или последние новости. Если не выходить за пределы района Жибиар и Марина, которые являются одними из самых популярных как у отдыхающих, так и у резидентов страны, покажу вам еще площадку возле канала. Моему ребенку она уж очень полюбилась, она намного больше предыдущих и разнообразна. Здесь уже будет интересно как малышам, так и деткам чуть постарше. Тем более, что находится она тоже в красивом и суперудобном месте, прямо напротив Марина Молл, на противоположной стороне.
То есть вы можете сюда попасть, например, после прогулки по молу, либо прокататься на речном такси, кстати, о котором я уже тоже рассказывала в видео. Обязательно вам советую прокатиться на этих супер лодочках. Стоимость всего $1, а эмоций у вас будет просто вагон. А также это все-таки один из самых популярных районов для пеших прогулок. Так вот, еще одним большим плюсом для нас у этой площадки является разнообразие кафе поблизости, где вы можете, например, выпить чашечку кофе тем временем, пока ваш ребенок под вашим присмотром будет уставать. К слову, мы очень ценим места, где можно устать ребенка, и стараемся использовать для этого любую возможность. Эти площадки также огорожены заборчиком, и что супер классно, они оснащены фонтанчиками с прохладной питьевой водой. И еще вам пару локаций в районе Жибяр. Просто мы здесь живем, поэтому я максимально полезно могу вас ориентировать в этой местности. Так вот, прогуливаясь, думаю, вы однозначно видели район вот с такими бежевыми высотками. Так вот, в их дворах находится несколько хороших площадок, спортивных кортов и батутов. Подняться туда можно на лифте, нажав на кнопочку P Plaza, на эскалаторе, либо вот на таких волшебных лестницах. Помимо детских площадок, здесь есть большие пространства для игр, множество магазинов, несколько мини-смотровых площадок, кафе. И вообще это хорошее место для прогулки с той же собачкой. Кстати, здесь часто можно увидеть русскоязычных деток. Следующая точка находится уже прямо на набережной Жибяр, если направляться в сторону насыпного острова Блювотер. Во-первых, здесь прямо на пляже часто проводятся спортивные развлекашки от отелей, в которых могут поучаствовать абсолютно все детки. Так забавно наблюдать за карапузами, бегающими с серьезным видом по песку. И здесь же есть тоже довольно хорошая площадка с натуральным песчаным покрытием вместо резинового. Думаю, вы заметили, что практически все площадки здесь с защитными парусами от солнышка, и на них практически не используется металл. Следующим местом я, пожалуй, вас удивлю, но да, это Икеа. Мы из того лагеря, кто любит Икеа и пользуется ею часто. На канале есть у меня даже 2 видео про все секреты и плюшки местной Икеи, очень вам советую посмотреть. Так вот, в Икеа я вам буду снова рекомендовать столовую, которая супер бюджетная, вкусная, с большой территорией и с игровой зоной. Причем дети же могут играть с любыми игрушками из торговых зала, не покупая их. И дополнительно здесь есть вот такие удобные зоны с Wi-Fi и даже поучительными мультиками про экономию с икеевским мишкой. В общем, Икеа – это вообще наша палочка-выручалочка в жару, где можно супер бюджетно покормить себя и ребенка. Местному кофе и тортикам я вообще пою всегда отдельные оды. Плюс можно завлечь и устать ребенка в детских и шоурумах, а также прикупить заодно пару полезностей в дом. А вот следующие 3 локации находятся на Пальме Джумейра. Первое место – это променад The Point с крутыми фонтанами, ресторанами, видом на Атлантис. И вообще это очень классное и атмосферное место, которое обязательно нужно посетить в Дубае. Так вот, здесь есть очень небольшая площадка, но нас спасают батуты, которые малой прям очень заходят. Второе место – это West Beach, это набережная.
Здесь нет как таковой детской площадки, но это классное место, как для детей, так и для взрослых. Наши дети безумно любят собирать здесь ракушки и наблюдать за звездочками. Очень вам рекомендую это место. И закаты здесь потрясающие. Видишь, выловили вон кого-то. Ой, сколько много, да, и звездочку выловили. И рыбки. И еще одна поистине крутая локация на Пальме, как для детей, так и для взрослых. Из торгового центра на Хилл Молл ведет чудесная аллея почти через весь ствол пальмы. Здесь очень удобно заниматься спортом, так как есть резиновые дорожки. Здесь можно прогуляться с собачкой, выгулять детей на площадках, которых здесь прям несколько. Здесь также много кафе, ресторанов и кальянных. Здесь можно полюбоваться на монорельс, и вообще это одно из зеленых, комфортных мест в городе. Еще раз повторюсь, что все эти локации абсолютно бесплатные. И еще плюс одна локация к району Марина – это MR Beachfront или Harbor. Это новый круизный терминал. Он расположился в пейзажном месте, прямо аккурат между Пальмой, Мариной и Скайдайв. Здесь можно прекрасно прогуляться вечером, все гуляют с собачками, довольно большая территория для прогулок, где можно дойти прямо до огромных круизных судов и посмотреть на них воочию. Также детки любят здесь кататься на самокатах, велосипедах и полежать на травке с видом на ночной город. Следующая площадка расположена в районе ЖЛТ, напротив района Марина. Это еще один район Дубая с небоскребами, почему-то недооцененный приезжими. Это бизнес-центр, наш офис также здесь находится, поэтому мы довольно часто приезжаем сюда, а также здесь довольно много отелей. Это район с искусственными озерами, классное место для прогулок, и вот эта площадка с мини, назовем его зиплайном, у нас тоже в топе любимых. Район располагается вдоль линии метро, у него удобное расположение и классная локация, поэтому его я вам тоже очень советую. И последние две локации будут связаны с отелями. Приезжая в Дубай, в основном вы бронируете отель двух видов проживания. Первое – это отели собственной территории, либо резиденции, где живут как местные, так и приезжие. Мы живем вот в такой резиденции, где помимо бассейна есть вот такая чудесная площадка. Она небольшая, но она полностью закрыта от посторонних, и зайти в нее могут только постояльцы. Такие площадочки очень спасают, когда у вас, например, нет времени и сил выходить куда-то дальше. То есть ваше дитё может поиграть, например, пока вы заняты домашними делами. Так что можно обратить внимание на этот пункт при выборе жилья. И второй момент – это отели с собственной зеленой территорией. Их здесь, к сожалению, не очень много. И если вдруг у вас нет возможности отдыхать при таких отелях, то практически всегда есть возможность зайти на их территорию. В других видео я уже вам несколько раз рассказывала и показывала о том, что основная часть отелей здесь городского типа, и в них нет системы «все включено». То есть вы можете зайти извне, выпить на территории отеля или скушать что-то в кафе, конечно, за отдельную оплату, забронировать себе столик на вечер в а-ля-карт ресторане или приобрести абонемент на дневное пользование территорией отеля. А также можно просто заходить и прогуливаться по территории отеля. Только важно, что заходить нужно со стороны ресепшена, а не со стороны пляжа. Там вас не пустят. Так вот, мы живем напротив отеля Le Méridien, у которого хорошая большая территория, и постоянно пользуемся их детскими площадками. Немного итогов и моего личного мнения.
Во-первых, планировав переезд или отдых в Эмираты, я советую посмотреть обязательно прогноз погоды. Да, климат меняется каждый год, но все равно идеальным временем для пребывания в стране лично я считаю конец сентября, с конца сентября по конец апреля. Затем, на мой взгляд и восприятие, адская жара. Море летом для нас очень горячее, мы в летние месяцы вообще не купаемся. Следующий аспект – это в Эмиратах, а в частности в Дубае, очень мало отелей на первой береговой линии. Основная часть отелей – это свечки и вообще без территории. И на пляж нужно ездить либо за свой счет, либо, если повезет, на шаттл-басе. То есть, если вы не можете себе позволить отель на первой береговой линии и все включено, здесь будут определенные нюансы, так как основная часть пакетов продается только с завтраками. То есть вы питаетесь самостоятельно, так как при отеле все понимают, что питаться далеко не бюджетно. Многие сталкиваются с проблемой накормить детей. Это я все к чему? Это не про негатив, а про то, чтобы вы ехали сюда правильно подготовленными. Я бы рекомендовала отдых в Дубае сначала для родителей. То есть если вам здесь зайдет, тогда уже можно привозить детей. Наши дети не находятся долго в Дубае, они не учатся здесь, летом им здесь некомфортно, но, опять же, это мое сугубо предвзятое мнение. Поэтому я надеюсь, конечно, что вам здесь понравится и нравится, главное ехать правильно ориентированными. Я надеюсь, что это видео было вам полезным. Если вам понравилось, поддержите его, пожалуйста, лайком, любым комментарием. Подписывайтесь на канал, переходите на него, где много полезной информации. И до встречи в новом ролике. Пока-пока!